красиво, а тут, черт возьми. Леди и джентльмены, приветствую, сэр Холмс, Моровинд, Тамриэль Ребилд. Этим прекрасным утром в Мороге я возвещаю о том, что отправляюсь дальше по квесту «Народная медицина». Значит, мне нужно вернуться к Эшлендеру, которая находится на ферме на востоке. Вот, посмотрим, что тут можно еще сделать по этому квесту. Рабыня сбежала. Рабовладелец просит меня провести расследование, но дело в том, что я сам помог рабыне сбежать. Наверное, я просто уйду отсюда. Ну, посмотрим. Вот, и дальше мне надо будет продвинуться по квесту Pestilent Magic, то есть какая-то такая вредительская магия, если переводить на наш. Это еще дальше, на восток. Вот, наконец-то этот целитель получит свой каменный кристалл и с его помощью сделает какое-то снадобье, которое вылечит больного Данмера. Прекрасные поля Хелнима. Я, наверное, даже не буду скипать на этот раз. Давайте. Ферма тут уже где-то неподалеку должна быть. Вот это похоже она. Да, давайте-ка посмотрим, что нам скажет. Где Эшлендерша? Здрасте. Я, кстати, переодел снова кирасу кожи Нетча. Тоже неплохая композиция, вы знаете, я больше даже в последнее время смотрю на то, как это выглядит все вместе, а не то, что обязательно там должен быть сет одинаковой брони и все такое. Такой желто-черный получился, оранжево-черный. Так, ну ладно, надо вы спрашивать, куда подевались-то эти. Где мой амулет привлекательности? Немного переоденусь. Здравствуй, здравствуй. Ну, все еще считаете, что я неплохо приодет, да? Ну, приятно, ладно. Я, собственно, по поводу Эшлендера, которая у вас жила здесь. Столько реплик с вами тут. Трудно найти то, что нужно. Я на самом деле вообще не вижу. А что пишут в журнале? Хансарат. В журнале я написал, что надо вернуться, удостовериться, что они в безопасности. Может быть, по их именам есть реплики? Вот с вами, наверное, проще. Вот, Джилу не видела, Фара? Ух ты. Эти двое покинули нас раньше этим днем. Ночью, видимо, ушли. И сейчас уже где-то далеко. Но они просили передать свое спасибо. Хансарат хотела, чтобы я передала тебе это. 200 золота. Ступка и пестик подмастерья. Также зелье исцеления яда. Ну, вы знаете, в теории можно еще усложнить себе задачку тем, что оборудование для алхимии грандмастера оставить где-нибудь у себя в старом Эбенгарде, опять же. Где-нибудь в тайнике оставить какой-нибудь только вот. Ну или знаете. Я вообще представляю, что я таскаю с собой целый мешок с алхимическим оборудованием, да, и с ингредиентами, скажем, там со свитками, например, в бою я это все сбрасываю. Ну это, знаете, все условности, да? Все условности. Вот, ну, наверное, черт возьми, это же неудобно и тяжело. Тут хоть и вес небольшой у всех этих штук. Вот 5 фунтов.
Тут 13, 16 итого. Все равно неудобно таскать, в общем. Что думаете? Я бы мог оставить один ступку и пестик, например, только. Зелья получались бы менее эффективными, но это, с другой стороны, тоже придает больше интересности какой-то. Так. Танк-то музант. Да, я, наверное, двинусь напрямик туда. Реально проще дойти пешком, чем что-то пытаться тут. Давайте полюбуемся еще полями Хелнима. Немного поярче сделать зрение свое. Вот, ну, можно, например, оставить только ступку и пестик Грандмастера. Тайного мастера. О, этим ребятам можно продать. О, как я высоко прыгаю с таким гиром. Ставить ступку пестик Грандмастера только, например. Знаете, то, что я... главным образом, чтобы внешне соответствовать местным, переоделся в более простую одежду и доспехи. Вот, а крутое снаряжение с собой какое-то можно таскать, знаете, скрытно от других, от всех остальных. В общем, пишите, что думаете по этому поводу. А сюда я хотел продать зелье лечения ядов, которое мне выделили. Ну, вот такое, как бы, не очень мне интересное. Я уже забыл, что там мне еще дали. Ну, собственно, да, вот ступку и пестик, да, ее оставлю. Меня еще и не берут. Да, я же тут перекусывал всего лишь с катлом одним. Надо бы чем-нибудь более существенным перекусить. Позволю себе вот полбуханки коловянского, мяса кагути. Ой, кагути, это квамы. Нежное, вкусное мясо запеченное. Перед дальней-то дорогой. Может, еще про запас взять с собой чего-нибудь? У меня есть, конечно, вяленая скребятина, но я ее хотел использовать. Дешанский, да? Давайте пару разных дешанских. Мясо гуара. Ну, ладно, пока я тут что, давайте шиковать. Все-таки себя надо любить. Можно даже пробовать сбить цену. Получилось чудесно. Я, конечно, взял тут привычку охотиться на никс гончих. Есть их мясо, но это тоже такое. Быстрее и проще слазить в мешок и достать оттуда уже готовое что-то. Вот, чудесно, все, можно дальше в путь. Вот и гонча. Да, я вообще хотел... почаще пользоваться захватом душ. Камешками, ну там, перезаряжать. Ну да, у меня теперь копье есть, повод перезаряжать. Так, чтобы поинтереснее было, наверное, можно попробовать двинуться по путям, где я еще не ходил. Вот здесь. Мне все равно надо обойти вот эти раскопки. Интересно, а тут кто-то бывал, друзья, может, из вас в этих местах? Тут такие должны деревья валяться. Как будто какой-то локальный апокалипсис случился. Так. А сколько маны? Сколько у нас? Так, а где у меня вообще ловушка душ? На пятерочке. Soul Trap. Сколько она ест маны?
6 всего. Нормально. Мне казалось, раньше больше маны ела. Ну иди сюда. Скальный наездничек. А может, у меня была другая версия заклинания просто. Я когда очистил в прошлом эпизоде, перед прошлым точнее, свой список заклинаний от лишних, увидел, что некоторые с одинаковым эффектом, но с разными названиями употребляют разное количество маны. Сниму-ка я этих, чтобы не мешались издалека. Смотрите, как много алитов тут пасется. То есть разные авторы заклинаний, видимо... О, это место я уже узнаю. Так, это Антуанц. По-моему, под что там должен быть. Ай, зачем полез-то сюда? Да, это Антуанц. Раскопки. Вот, разные спеллмейкеры, творцы заклинаний, с разной эффективностью делают их. Немного, знаете, напоминает мне программирование. Эффективный код и неэффективный код. Да, вообще узнаваемые места. Ладно, отсюда впору напрямик двинуться. Надо бы ману восполнить все-таки. У меня все еще гиперэффективные зелья восполнением. А что со мной было? Видели этот эффект? Это он что? Как будто я сам себя дамажу. Шоком, да? Ну или может у скальных наездников есть отражение, эффект отражения заклинаний. Вот, все еще гиперэффективно. Стоп, я же могу себе... У меня было заклинание, которое я помнил. Вот теперь я могу использовать это. Отлично. Так, можно перезарядиться, да? Смотрите, повысил навык зачарования до 40. Так вот, о чем это я? Да, в общем, продолжаю кастовать, пока... Пока мана продолжает восполняться. Просто оно восполняет... Так, больная, не буду твое мясо брать. Твое возьму. Да, зелье восполняет больше маны, чем у меня есть, поэтому я кастую, пока эффект зелья длится. Я думаю, все-таки тут остановиться на привал. Я не помню, лазил ли я в эту... вообще, кажется, да, лазил. Да ты какой вредный, смотрите. Улетел вообще. Там я тебя не достану. Мне вообще туда надо идти. Ладно, потом привал. Может быть, мне скажет этот
целитель, мол, подожди там еще денек, пока я готовлю снадобье. Вот где-то в этих краях должен быть Данмер. Тут много развелось скальных чертей. Где-то совсем рядом. У меня сегодня настроение на пострелять. Эта крыса в теории могла быть дружественной. О, слушайте, а тут довольно давно было, коммуника новая не выросла. О, слушайте, мне прямо интересно стало. Вот этот... Ай! Жук! Вот этот Данмер. Опасно, опасно. И как давно мы с ним встретились? Когда я тут собрал эту коммунику? Наверное, несколько игровых дней назад это было. Это все квесты в Раньон-Руне. Дуринуака. В Дуринуаку я пришел уже после. Пещера Дараму, грибочки, хакло. А, ну вот. 26-е первого зерна. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, 12 дней? 13. Да, 13 дней прошло. Ну, может, просто еще не выросли новые, ладно. Ты еще живой? Я... Да, нашел тебе целителя и... Осталось только ему донести все ингредиенты нужные. А их в Данктамузант надо будет сходить. Ну вот, может, скажет сейчас, мол, подожди где-нибудь, перекантуйся, в Данктамузанты сгоняю. Тут интересные места, помните, да? Вот такие горы, в которых живут кочевники дикие, которым пришлось накостылять. А вот тут у нас живет целитель. Ой, как темно-то. Да, место он шикарное выбрал себе. Не так-то просто еще добраться. Интересно, это он тут сам, наверное, что-то доделывал тут. Грунт натаскивал, камни. Так, на всякий случай амулетик надену. Привет, Фелмс. Да, ну как, нашел ингредиенты для меня? Да, вот, да, подожди, вот, все здесь. Хорошо, хорошо. Давай-ка сюда. Фелмс подготавливает какие-то аппараты и начинает работать над зельем. Отлично, вот. Надеюсь, что оно послужит тебе как должно. Смотри, не пролей. Снадобье для Сендеса было добавлено в инвентарь. Отлично. И где оно у нас? Ух ты, смотрите-ка. Можно себе оставить. Сопротивление обычным... вылечить обычную болезнь, вылечить мор. Сопротивление, ну, на самом деле, не так уж хороший эффект, но 300 дрейков, черт возьми. Окей, теперь вернусь. Итак, у тебя есть зелье для меня от Фелмса? Великолепно, Холмс. Пожалуйста, дай его мне. Ренин выпивает зелье. О, так-то лучше намного. О, но я все еще слаб. Ну, возможно, я смогу добраться до пещеры Дараму. Я должен пойти туда и поблагодарить Фелмса за его услуги. Ну а пока... Возможно, я смогу тебе кое-как послужить.
Ты, похоже, сам за себя можешь постоять, поэтому... Я думаю, что... Я подхватил эту болезнь от встречи с некромантом на запад от Аль-Басары. Я думаю, что кому-то следует это расследовать. Я не хотел бы, чтобы кто-то закончил так же, как и я. Но ты выглядишь как подходящий человек, он кашляет. Но я должен навестить Фелмса. Спасибо за твою помощь, Холмс. На запад от Аль-Басары. Аль-Басара у нас где? Ладно, ну на самом деле это повод потом туда наведаться, потому что у меня еще есть дело в форте Ветреной Бабочки. Вот где вот там может быть некромант? Я помню, что здесь была пещера чуть-чуть севернее Хасул-Салкита, пустая. Я думаю, может, сейчас туда заехал некромант после того, как он мне рассказал о нем. Ну, собственно, а теперь прекрасный повод таки зажарить парочку стейков себе. И... Не, наверное, один мне хватит. Я недавно ел же. Заезд дешанским. Так. Один оставить на потом. Значит, Бданктамузант. Давайте. Как только до туда добраться. Наверное, не выпендриваться и левитацию применить. Давайте попробуем даже как-нибудь вот так вот. Как-то пасмурно стало. Ой, все, у меня уже флешбеки. Я вспоминаю, как я тут с помощью левитации улепетывал от орков, которые вот здесь мне пенделей давали. Ой, прямо. С другой стороны, приятно вернуться. Ну сейчас все еще тут один из них мертвый валяется. Приятно сюда вернуться. Кстати, монетки я сейчас соберу, пожалуй. Сейчас мне они лишними не будут. Вот это можно выпить, кстати. Что-то, может, новое появилось. Ой, еще хлеб. Да, я перекушу. Spark Arrow. А возьмем. Чё бы нет. Сундук. Пустой. Вот торочья дубина, кстати. Давай сюда. Остальные болты в нем торчат от того, что в него стрелял, наверное, этот Босмер. В какой-то степени приятно возвращаться в места, в которых ты уже бывал. Тут я так надену. Да, здравствуй. Босмер остался где-то там внизу, получается. Да, здравствуйте, здравствуйте. Приятно, что вы меня помните все. Я вот, правда... Ой! Ай-яй-яй! Зараза! Да ну тебя к черту, не хочу даже с тобой связываться. У вас там Центурион заявился новый, пока меня не было. Классные доспехи. Знаете, у меня такое ощущение, что у них меняется снаряжение тоже со временем. Босмер. Вот этот дядя без торса.
Да ничего мне не надо. Старая дымерская книга. Ничего тут нет. Вот так вот. Центурионы сидят прям рядом с вами тут. А, ну вот, где-то здесь должно быть. Ой. Вы видели? Ой. Блин, какой же ты плотный-то. Надо отступать. Да, холод вас должен дамажить. Отлично. Не буду выделываться, хильнусь. Морские монетки тоже не буду брезговать. А что-то вы... Центрион скаут с клейморой. Сбились у них, похоже, приборы, как-то они немного не в ту сторону бегут. Вот она, фабрика. Вау. Выглядит опасно. Ох. Прям напоминает Кемелзия, да, действительно. Да, у них правда позбивались приборы. Он, наверное, забыл, что он лучник, что может стрелять в ответ. Бедняга. Да, красиво, а тут черт возьми. Сели левитации. Так заботливо разработчики везде их подкладывают. О, черт, это что, улучшенный Центурион, что ли? Он отразил, по-моему, сейчас заклинание. Да, слушайте, отражает. Надо тогда стрелы поменять на не зачарованные. Как я нашел там дырочку? Сейчас уже что-то... О. Преимущество ведения боевых действий со всякими устаревшими механизмами, они вот. Так, ману восполнить мне есть чем? Отлично. Угу, двемерское масло. То, что нужно. Чуть хильнемся. Кагерер. Неплохие артефакты. О, ключ. Нижних уровней.
средняя броня. Неплохо для средней брони, кстати. Это из металлолома, насколько я понимаю. Scrap. Glamour Scrap. Left Bracer. Типа левый наруч. Металлоломный. Он не такой уж ценный. 20. Не знаю, не хочу эти тяжести таскать с собой. Металлолом весь этот. Вот это можно взять. Ну, это тоже выглядит как... Ого! Смотрите, это похоже... Как будто в моменте... мы застаем то, что вот они делали вот этого Центуриона, да? То есть вот эти люльки, как будто это две миры сами работали, да? Вот сейчас над Центурионом этим. Круто. Стой! Куда побежал? Вернись. Ну, вообще, изи, конечно. Бестолковые. Стеной колчан выглядит внушительно. Хаотично двигается. Кончились стрелы. Не магические. Лучше использовать холод. У меня хоть какой-то резист есть. Кстати, а я могу выпить что-нибудь от резиста холоду? Не, ничего ж нет такого. Вот, кстати, нашел такой случай, когда бы мне действительно пригодился резист, потому что я особо ничего не могу с этим Центурионом поделать, кроме как расстреливать его издали, и он отражает мои заклинания моих зачарованных стрел. Разбросано оружие повсюду. Морского масла хоть вынесу отсюда. Вдоволь. С ловушкой. Тут, конечно, тоже выглядит интересно. Да, очень похоже на Camel-Z. Такие же плиты на стенах, обозначающие, судя по всему, знаки рождения. О, стрела. Стеклянная. Это была столовая, что ли, в две мира? Вот они тут маслом смазывали его. Она уже давно попортилась. За несколько тысяч лет. Собственно, планы.
Вот представьте, такие бы ходили в войну Первого Совета по полю боя, да? Вот совсем бы по-другому сложилось, наверное. Вот и теперь мне впору сварить себе зельюшек. О, здорово. Химию повысил. А есть у меня что-нибудь? Резист Фрост или Фрост Щилд? А вот, да, это, кстати, морозный щит. У соли морозный. Ягоды Белладона еще классные, все на ману. Все бонусы на ману. У меня даже два типа. Спелые ягоды Белладона и не спелые. Их можно смешать и получить мега зелье, нифига. Давайте попробуем. Оно же и высасывает ману. Да ну, без толку так. Ну хотя с полным фаршем, наверное, эффект негативный будет маленьким, минимальным. Сейчас посмотрим. Сила воли. Да ладно, не нужно мне это сопротивление холоду. Там не осталось, наверное, центурионов этих уже. Ого, сколько я набрал масла-то этого уже. А, ну да, всего на 4 буквально. Вау. Круто. На 42 на 2 минуты укрепит ману. Восстановит кучу маны. Так, ладно. Понятно. А, я еще хотел. Вот это вот все. Поиспользовать. Перезарядить. Лучше перезаряжать. Ой, ой. А, я ключом открыл. Можно, в принципе, в бой-то и не вступать. А зачем они собирали здесь этого Центуриона? А, не-не-не-не! А, он не нападает, я думал, все, хана мне. Он меня не заметил. На всякий случай. Жалко, тут нельзя проползти. Да вообще нельзя проползти. Как ж тут неудобно-то, а? Ну что придется с ним воевать теперь. Потому что я выбраться отсюда не могу. Это вот сейчас опасно. С таким в ближнем бою лучше не связываться особо-то. Не догонишь.
что это он? Да, ну я не знаю, тут даже челленджа никакого нет с такими противниками. Ай! Ладно, окей, есть челлендж. Ну, те в спину за это. Ладно, чудом остался жив. То, что у него короткий меч был. Если бы была клеймора, я бы все сейчас отъехал уже. Все, теперь можно тут повнимательнее осмотреться. Взять на продажу, что ли? Забавно, что весит одинаково. Что-то какое-то залипательное настроение у меня сегодня. Какие-то трубочки, таких не видел никогда вообще сетов. Как будто отмычка какая-то. Это все нельзя взять. Это похоже на глаз Центуриона. Ну да, глаз и есть, а взять нельзя. Немного о том, как делают механизмы двемерские. Так, все, вроде все масло собрал. После Кемелзе я люблю собирать двемерское масло. То, что оно может пригождаться. Ну все, ничего тут нет больше. Полетели отсюда. Хватит, интересно, заряда этого зелья. Должно хватить. Да, хватило. Здорово. Ну что, придурки, я нашел ведь вашу фабрику. Где там ваш главнюк? Я нашел фабрику. Не на что тут смотреть. Иди к раз. А, сейчас. Чтоб вы не стояли в проходах. Человек без торса. Я нашел фабрику. Как я и говорил, двемерская фабрика где-то в более глубоких частях этих развалин. Если бы не эти орки, мы бы так не тянулись местонахождением. Но я вообще-то нашел ее. А, так вот где она находится. Ладно, спасибо, что рассказал. Я боюсь, что... Я не позволю таким гадам, как ты, туда. Да пошли вы, уроды! Черт. Замечательно. А тут Центурион, да? Так, хорошо. На самом деле не очень, но ладно. Так, ну положим, с Центурионом я сейчас разделаюсь просто луком. Вводя его туда-сюда. Знаете, побояться сюда лезть. Да, похоже, не стоило им говорить про... Блин, вот такие сволочи, а? Вот. Лучше б я с орками с теми конфедератился. Так, хорошо. Что делать будем? Что будем делать? Надо как-то прорываться теперь. Хо-хо-хо. И надо что-то посущественнее, да? Наверное, так лучше.
Сейчас бы мне какой-нибудь баф не помешал. А чё он зелье-то не забрал у меня? Ладно, будем думать, что он поделился со мной. Сопротивление параличу, это все фигня. Так, на мне... Так, что у нас больше брони дает? Кожа нет, что больше, потому что лучше умею пользоваться. Так, все, без... Выпендриваться не будем сейчас. Я в такие моменты жалею, что я ничего особо бафающего с собой не беру. Что это такое? А! Капец! Вот же плотный черт. Ладно, ладно. Может, призвать духа предков какого-нибудь? Параличом его можно. Да, слушайте, что, зря что ли таскаю это кольцо до сих пор с собой? Да иди ты... Человек без торса, блин. Что это хоть такое? А, кираса из металлолома. Да, что-то с ней не так. Я полагаю, это... Горстка пепла. Зачем тебе горстка пепла с собой? Придурок. Вообще, это классная тема, что они вот это вот... Я не помню, в оригинальной игре есть ли чисто металлоломное что-то вот такое. Где тоже подойти? Но вот в тех же развалинах Кемелзя книги упоминается, что большинство не понимают просто двемирских доспехов, на себя натягивают, что попало. Любой найденный металлолом. Так, надо полечиться немного. Вот, правда, я укрепляю так ХП. Ладно, нормально. Черт, опять. Так какая же у вас толпа-то, а? Вот зря. А, давайте по одному, вот так. Кто там еще что хотел? Эльфийский стиль стрельбы на. Так, и что, какие там следующие стрелы? Паралича. Ботинки давай сюда свои. Как на мне такая будет смотреться? Не знаю, мне моя с кожи нет, что больше нравится.
Так. О. Такой в нордских доспехах Босмер. Вы ж пандюганы. Мне сейчас хочется всех завалить, знаете ли. Большого смысла, опять же, в этом не вижу, только время терять. Хотя мимо этих, наверное, не пройти, да, сейчас? Давайте попробуем. Затюкал. О, норская железная броня у нее. Вообще, это придает интереса какого-то и правда. Черт. Не пройти же, да? Или смогу? Получилось. Огонь. Все. Черт с этими чертями, так сказать. Не буду с ними дальше связываться. А теперь... Кстати, квест отметился как завершенный про магию вредительскую. Так что ходить к некроманту это опционально. Ну, я действительно повременю с этим. Надо у себя зафиксировать, чтобы сходить и не забыть. Вот. А пока давайте заканчивать на сегодня. Вот уже в следующем эпизоде я снова телепортируюсь в Тель-Раньон, в Раньон-Рун. И оттуда надо будет двинуться в порт Тилванис. Потому что у меня все-таки срочное поручение по-прежнему от лорда Тилвани. Надо за него взяться уже. Вот. А тем временем давайте такой ужин полегче. Более легкоусвояемое мясо квама. И закругляемся. Я закругляю эпизод. Органянин Холмс закругляется на ночь. А вам спасибо за просмотры, лайки, подписки, комментарии. И до следующего эпизода. Пока-пока.